Сегодня я буду смотреть смешные видео на ютубе. Привет, исследователи интернета. Периодически, листая рекомендации, вы можете наткнуться на видео из времен, как я это называю, контентового Дикого Запада, где люди просто делились интернетом чем есть и веселились. Сейчас на ютубе тоже довольно весело, но я немного не об этом. Так о чем это я? Каналы той эпохи редко доживают до наших времен, а встреча с подобными видео часто сопровождается волной воспоминаний, а то и хуже флешбековым передозом. Но случается и так, что видео, найденные вами, никак не получается вспомнить. Вы их просто никогда до этого не видели. Тогда в этих видео может быть что угодно. Они могут оказаться такими же веселыми, а могут... Впрочем, сейчас сами узнаете. Сегодня я расскажу вам о жутковатом, андерграундном канале, который существует уже более 14 лет, на котором буквально выходят кошмары в видеоформате 000 OD. Заставка. Как и все хорошие истории, наша начинается на Reddit. Однажды, листая сабреддит аналоговых хорроров, меня привлек пост человека с ником ChiliMob. В нем говорилось, что, одну минуточку, про отца жанра спустя 13 лет вышло новое видео. Перейдя по ссылке, мы попадаем на канал, который попервой смахивает на АРГ. Эти превьюшки, эти как будто бы зашифрованные названия... Да и сами видео как будто бы пытаются что-то сказать. Да и все бы хорошо, АРГ да АРГ. Да только вот, блять, нет. В каком это АРГ вам нужно ждать продолжения 13 сраных лет? Конечно, уже по внешнему виду понятно, что этот канал отличается от тех, которые мы обычно видим на ютубе, но это уже что-то совсем странное. А видео что? Какие-то люди на фоне белого шума, женский голос, который, судя по интонации и названию видео, вообще не наводит на хорошие мысли. Чьи-то волосы, распятие, фотография, а это вообще что такое? Я практически уверен, что большинство из смотрящих видео просто решили, что автор какой-то псих. Но это все хуйня, не надо поддаваться на это. Проще всего назвать кого-то психом, не разобравшись. И, кстати, что по поводу разбора. Первоначальное описание канала гласило, что эти видео основаны на кошмарах, которые автор записывал на бумагу и сжигал после съемки. Сейчас же описание гласит куда менее информативное заевочми. Скрина у меня не сохранилась, но по ходу видео у меня появится пруф, доказывающий, что описание было именно таким. Пока что просто оставим это у себя в голове и вернемся обратно к видео. Тут же ситуация следующая. Большинство из них идут даже меньше минуты, и по отдельности информации там практически нет. Поэтому я разберу лишь видео, из которых я смог хотя бы что-то подчеркнуть. Остальные лучше посмотрите сами, возможно, вы увидите больше, чем я. Первые 6 видео обладают максимальным сопряжением друг с другом, поэтому их можно рассматривать как один. Сначала человек в маске, показывает наверх. Потом чей-то затылок и скример. Человек сбоку, я забыл как правильно, в профиль, в анфас, неважно. Возвратно поступает, на фоне слышен женский голос, описание гласит «скоро». Помехи, слышны звуки. Волосы, распятие, фотография, человека становится 2. В следующем видео можно услышать музыку, 25-й кадр. Видео уже после таймскипа начинает часто фигурировать подвал или что-то похожее на заброшку. Женские волосы, кто-то прячется в шкафу. Также есть 2 видео с неким силуэтом, одно из которых называется «Гордон в аду». И это все, что хотя бы как-то связывается в моей голове. Может показаться, что если эти видео и основаны на кошмарах, то это просто набор жутких образов, которые автор смог запечатлить. Во-первых, кошмары не появляются просто так, а во-вторых, у меня практически получается уловить нить. Либо сам автор сделал что-то плохое, и теперь его мучает совесть. Либо же кто-то сделал что-то плохое с ним и его близкими. Эти размышления поставили меня в тупик на несколько дней. Но потом я подумал. А чё я парюсь? Я же уверенный пользователь ПК. Идем в интернет и ищем автора ручками. У меня как раз есть одна зацепка. И вот мы снова здесь.
Так как я больше нигде не видел упоминания этого канала, я решил написать тому самому Чилимопу, в надежде на то, что он хотя бы что-то знает. Привет. Я наткнулся на твой пост об этом охренеть каком криповом канале 000OD, и мне захотелось сделать про него видео. Но я не нашел ни одного упоминания этого канала, кроме твоего поста, поэтому скажи, если у тебя есть хотя бы какая-то инфа. Итак, я написал этому Чилмопу на Reddit по поводу этого канала, но так как я полагаю, что он американец, то если он и ответит, то ответ будет не раньше, чем завтра. Но пока что это единственная зацепка, чтобы узнать хотя бы какую-то информацию. Я больше не вижу никаких способов. Он ответил через пару часов. Я не знаю, откуда я взял, что он американец, неважно. Привет! А что конкретно тебя интересует? Вообще забавно, тебе бы следовало популяризировать его канал. Я смотрел его давным-давно и как-то даже общался с ним, уже не помню по какой соцсети. Единственное, что я помню, его вроде как звали Филипп, и он отвечал короткими, практически роботическими фразами. Но да, я думаю, ему бы понравилась идея про видео, это было бы круто. Он пропал на время и, видимо, теперь вернулся. А ты не помнишь, как вышел с ним на контакт? Да и что ты вообще думаешь о вот этом его таинственном появлении спустя 13 лет? В этом прикол. Когда я увидел, что он вернулся, мне захотелось ему написать, и я попытался вспомнить, как вышел с ним на контакт тогда, но он, по-видимому, все потер. И еще кое-что. Я нашел этот аккаунт на SoundCloud пару лет назад, и я не знаю, один ли это и тот же человек, но он тоже называется 000OD. Там есть только одна странная техно-песенка, так что хз. Перейдя по ссылке, нас ожидает аккаунт с одной лишь песней с названием Vertas Molo, и звучит она... В целом не так важно, как она звучит, но в тетрадочку, так сказать, записали. Записали-то записали, да только вот тупик опять, инфы никакой нет. Но я вот тут подумал, что если с прекращением активности канала он удалил все соцсети, значит ли это, что при возвращении активности он создаст новые? Я попробовал загуглить этот никнейм еще раз, и о чудо! Оказалось, что на Reddit недавно и вправду был создан аккаунт с таким никнеймом. И угадайте что? Это и вправду оказался он. И вот в чем состоит разгадка. Кстати, его и вправду зовут Филипп. Первый вопрос. Твои видео и правда основаны на кошмарах? Да, они основаны на кошмарах, посещающих меня после одного инцидента в 2004-м. Ясно. А почему ты вернулся спустя столько лет? Я переехал туда, где не было интернета, на довольно продолжительный срок. Хорошо, а твой ник и название видео что-то значит? Да, там кое-что зашифровано, но я не буду говорить, что конкретно. Они зашифрованы из-за того инцидента в 2004-м. Тех людей поймали, но я все равно не хочу раскрывать, что они конкретно значат. Оу, извини, если из-за меня тебе пришлось снова об этом вспоминать. Да все в порядке, просто есть такое чувство, как будто некоторые из них могли не пропасть навсегда. Тогда последний вопрос. Я нашел аккаунт на SoundCloud с таким же никнеймом, как твой. Но я полагаю, когда там был загружен единственный трек 6 лет назад, у тебя не было доступа к интернету, так что это кто-то другой. Нет, я его сделал. В нем есть звук, который у меня вызывает ассоциации с инцидентом 2004 года, но песню не получилось сделать такой, как я хотел. У меня периодически был доступ к интернету, но я редко этим баловался. Такая вот и получилась история. Как могло показаться попервой, видео, сделанные каким-то маньяком, в итоге оказались своеобразной терапией для человека, который пережил травмирующий опыт. Я бы, конечно, мог попытаться соединить каждое видео в одну цепочку, собрать все детали, расшифровать все шифры, но знаете, мне информации уже достаточно. Выводы делайте сами. Это видео получилось довольно странным из-за того, что я часто его забрасывал, и изначально я вообще должен был вас медленно погружать в атмосферу, все дела, но я не вывез. Как бы то ни было, вступайте, мои исследователи интернета. И в следующий раз, когда мы увидимся, я расскажу вам еще одну интересную историю со своими глупыми шутками и кривым монтажом. Oh, and Philip, if you're watching this video, I'm really sorry for making it that late. And also sorry for my bad English and sorry for everything, you know, it's like, I mean...